Шаровые краны являются самым популярным видом запорной арматуры. Одновременно простой в использовании, но сложный в производстве. И именно поэтому при выборе данной продукции качество данного изделия играет самую важную роль. В одном из предыдущих выпусков я показывал на практике, как можно сравнить шаровые краны. Сегодня же я сделаю обзор производителей, брендов по этой категории продукции. Изначально у меня была идея сделать единственный выпуск с обзором по шаровым кранам. Однако, когда я начал составлять список брендов, я понял, что одним выпуском не обойтись. Поэтому их будет несколько. И сегодня первый из них об европейских производителях. Меня зовут Евгений, вы на канале Build Your Life. Итак, поехали! Итак, начну с итальянских производителей, так как их очень много. Италия находится на юге Европы, является членом Евросоюза, а также неофициальным центром латунной промышленности. Множество металлообрабатывающих предприятий находится на территории этой страны. Но особняком стоят два региона, это Ломбардия и Наварра. Сперва поговорю о первом регионе, о Ломбардии. Ломбардия находится на севере Италии, в ней проживает шестая часть населения страны. ВВП Ломбардии составляет 20% от общеитальянского. Столицей области является Милан, самый большой город в Северной Италии. Однако нас интересует провинция Брешия. Центром является одноименный город Брешия. Вокруг него расположены производства в меньших городках. Кальчинато, Мадзано, Кастиньято, Гузаго, Концессио, Нава, Бовеза и, конечно же, Лумедзане. В Лумедзане, население которого составляет 25 тысяч человек, располагается штаб-квартиры многих производителей, таких, например, как Итап, Идерсанитария Баноми, Бьянчи, Техновели и многие другие. Некоторые компании были основаны в этом городе, например, как Bugatti и Rub, но со временем переместились в другие городки. Компания Итап была основана в 1972 году и известна в первую очередь благодаря своим редукторам давления для воды, шаровым кранам, а также обратному клапану Европа, который был запатентован в далеком 1987 году. Сегодня в компании работает 172 работника на 4 заводах. Ежегодный объем выпускаемой продукции шаровых кранов и обратных клапанов составляет 23 миллиона единиц. Компания выпускает множество серий шаровых кранов, а именно 8. Идеал, Грин, Мадрид, Париж, Вена, Ориент, Лондон и Берлин. Последние два относятся к газовой арматуре. Все остальные для отопления и водоснабжения. Наиболее популярная серия шаровых кранов от Итап на территории СНГ – это Идеал. Она представлена в различных модификациях кранов в размерах от 1,4 дюйма до 4 дюймов. Компания Valvosanitaria Bugatti была основана в 1948 году в Лумедзане Доменико Bugatti. Изначально производились кабельные вводы и латунные краны. И уже немножко позже шаровые краны стали основой ассортимента. В 1984 году штаб-квартира компании переехала в город Кастиньято. Объем производства компании составляет 25 миллионов единиц ежегодно. В ассортименте компании есть много серий шаровых кранов для воды и для газа. Отличительная особенность кранов Bugatti – это черный цвет рукоятки и знаменитая буква V в ромбике. 15-20 лет назад практически любой итальянский шаровой кран ассоциировался с Bugatti. Именно поэтому появилось очень много подделок Bugatti из Китая. Кроме стандартных моделей в ассортименте компании Bugatti есть также шаровые краны специально для питьевой воды. Они изготавливаются из специальной марки латуни CW510L. Компания TM была основана в 80-х годах прошлого столетия, а с 1994 входит в Gnuti Group. Компания имеет множество представительств в разных компаниях, разных странах, в том числе в Испании, Румынии и Греции. Базовой серией шаровых кранов в линейке TM есть Mistral. Характеристика по давлению PN30, есть варианты различных цветов бабочки: синий, красный, черный. Лично мне нравится серия Буран с интересной конструкцией узла штока, где есть и тефлоновый уплотнитель, и оринг кольцо.
Кроме шаровых кранов, компания производит и множество другой продукции, такие как коллекторы, фитинги, ну и так далее. Компания Рубинеттерия Брешанне является одной из самых старейших в моем списке. Она была основана в 1901 году, а на данный момент входит в группу Bonomi. Эти итальянцы особенны тем, что первыми начали производить шаровой кран из двух полукорпусов. Это произошло в 1967 году. В ассортименте РБ насчитывается более 7 серий шаровых кранов. Однако внимание стоит обратить на кран Eurofly. Этот кран является не совсем шаровым, так как затворным элементом выступает не шар, а диск. В этом и есть его особенность. Такой дизайн представляет следующее преимущество. Отсутствие застойных зон позволяет полностью удалить жидкость из изделия, препятствуя замерзанию. Также такая конструкция рукоятки позволяет плавно закрывать кран. Это уменьшает вероятность образования гидроударов. И также позволяет регулировать поток проходящей жидкости в необходимом положении. Данная модель выпускается в диапазоне размеров от 0,5 дюйма до 4 дюймов. Enelgas есть той компания, которая специализируется именно на производстве шаровых кранов. Чем выделяется эта компания? Ну, в первую очередь тем, что в ассортименте ее есть шаровые краны с различным устройством узла штока. С O-ring уплотнениями из эластомера и с PTFE прокладкой, то есть с ремонтопригодным узлом штока. Последний вариант многие считают за китайский, потому что именно производители этой страны популяризировали этот вид конструкции шарового крана, особенно на территории СНГ. Ну и следующий момент — это кран Enelgas Basic HT. Уникальность этого изделия заключается в температурной стойкости. Кран может работать при температуре рабочей среды 170 градусов. А что еще удивительное, в конструкции рукоятки заложен индикатор, который отображает точное значение температуры. Она выполняется из оцинкованной стали. Кроме вышеперечисленных компаний можно назвать еще RBM, Bianchi, RUB, FIV, FAB и General Fittings. Теперь перейду к другой провинции, Наварра. Там также расположено много производителей шаровых кранов. Giacomini долгое время входит в топ-5 по обороту среди итальянских компаний инженерной сантехники. Ежегодный оборот составляет 167 миллионов евро. Огромный ассортимент, большой опыт производства. 3 завода общей площадью 135 тысяч квадратных метров. Общее количество работников составляет более 900 человек. Мощность производства составляет 90 тонн латуни в день. Цифры говорят сами за себя. Компания импортирует свою продукцию в большое количество стран, а также имеет собственных 15 представительств. Продукция Giacomini неоднократно попадала в мои видеообзоры. Аксиальные трубные системы, коллекторы, насосные группы и так далее. В заключение рассказа об этой компании хочу сделать акцент на шаровых кранах серии Dada с кубическим затворным элементом. Это решение является уникальным и запатентованным. Особенный дизайн спроектирован для того, чтобы устранить действие отложений рабочей среды. Имеется в виду соль, накипь, микромусор. Такие образования преимущественно появляются и накапливаются на внешней поверхности затворных шаров. И с течением времени усложняет открытие-закрытие краников. Вследствие этого также могут повреждаться сидельные кольца и полированная поверхность шаров. В кранах Giacomini с затворами системы Dada отложения локализируются на предназначенных для этого полостях запорного элемента. Это решение увеличивает ресурс изделий в несколько раз. В том же таки регионе Наварра расположены еще 4 производителя: Rastelli, Airaga, RIV и EVR. EVR имеет большое количество серий шаровых кранов, больше 14, а также большой ассортимент кранов под сервопривод. Компания RIV, кроме кранов на воду, также имеет большой ассортимент газовой арматуры, а также шаровые краны с закрытием под ключ. Далее я расскажу о других европейских компаниях.
Компания Valulas Arca была основана в 1973 году. Главный офис находится в городе Валенсия в Испании. Arca является одним из мировых лидеров в производстве запорной арматуры. Ее продукция поставляется в более чем 80 стран мира и из 2 собственных заводов в Испании и Тунисе. В компании работает более 500 человек, а оборот составляет 80 миллионов евро в год. Мощность производства превышает 40 миллионов кранов ежегодно. Основной ассортимент шаровых кранов данной компании составляет 4 серии: Nil, Sena, Turia 3000 и Tahoe 2000. Кроме этого, Arca имеет хорошую представленность и известность благодаря своим кранам для сантехнических приборов. Также испанцы имеют несколько патентов. Среди интересных это система антинакипи для кранов. В них применяются латунные запорные элементы с тефлоновым покрытием. Эта разработка снижает влияние известковых и солевых отложений на поверхность затвора. Покрытие из тефлона PTFE и обеспечивает эту функцию. Такая система получила название Vitac System. Также не могу не рассказать об уникальном шаровом кране Tahoe Pro с 2 рукоятками. Очень часто устанавливаемые шаровые краны остаются в состоянии бездействия длительный период времени. Особенно это касается магистральных шаровых кранов в сервисных помещениях. Как известно, любой шаровой кран необходимо поворачивать по крайней мере 1 раз в 1-2 месяца, так как существует опасность закипания затвора. Соответственно, после долгого простоя происходит срыв штока при попытке перекрытия крана. Опять же, это возможно в системах с рабочей средой повышенной жесткости. Компания Arca предлагает решение от этих проблем. Конструкторами разработан кран с 2 ручками. За счет этого нагрузка при повороте затвора распределяется на 2 оси. И вероятность излома штока приравнивается практически к нулю. Еще одна компания Ginebra. Ассортимент этой компании интересен тем, что кроме стандартных латунных шаровых кранов в ассортименте присутствует также линейка запорной арматуры из нержавеющей стали. Преимущественно область использования такой арматуры в промышленности. Эта немецкая компания специализируется в большей степени на радиаторной арматуре. Однако их нельзя не упомянуть в контексте шаровых кранов. В основном благодаря крану Aventrop Optiball. Его особенность в рукоятке. Его любят очень инсталляторы за удобство перекрытия. И в завершение расскажу о польских компаниях. Их много, но основные это Fera, KFA, Invena и Valvex. Трудно сказать, кто из них точно производит свою продукцию в Польше, имеется в виду шаровые краны, а кто импортирует из Китая. Но часть из них точно имеет собственные заводы. Например, KFA производит радиаторы, а Valvex смесители. А Fera является одной из самых больших и популярных компаний Восточной Европы. Пока на этом все. В следующем выпуске я сделаю обзор брендов по шаровым кранам на территории СНГ. Если вам было полезно, ставьте лайк под этим видео, а кто еще не подписался на мой канал, подписывайтесь обязательно. Пока на этом все. Всем спасибо и до новых встреч.